Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 30 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре на 30 декабря, уделим внимание народному календарю. Ну и, конечно же, друзья, поговорим о том, что же можно делать в этот день и чего категорически нельзя делать 30 декабря. Итак, друзья, далее все более подробно. 30 декабря православная церковь почитает память Даниила. Это библейский пророк и потомок знатного иудейского рода. Подростком вместе с соплеменниками, в числе которых были Ананий, Азарий и Мисаил, он попал в вавилонский плен. В Вавилоне получил халдейское образование, после чего призвали служить его при дворе. Даниил обладал даром трактовать сны, и за счет чего и прославился. Однажды вавилонскому царю Навуходоносору приснился странный сон, поразивший его до глубины души. По пробуждению он не смог вспомнить всего, что он увидел, и утром он созвал вавилонских мудрецов, но никто из них не смог определить, что же приснилось царю. Тогда на помощь призвали Даниила, который не только открыл содержание сновидения, но и растолковал его. После этого случая юношу возвели в сан начальника Вавилона. Вскоре Навуходоносор решил воздвигнуть свое изображение в виде огромной статуи, которой люди будут воздавать почести. Ананий, Азарий и Мисаил отказались участвовать в строительстве. За это их поместили в пылающую печь. Пламя в печи поднялось на 49 локтей, обжигая стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили по нему и восхваляли Бога. Потом явился ангел Господень и охладил пламя. Юноши остались целыми и невредимыми. Царь, увидев это, велел выпустить их из печи и сам обратился к единому Богу. При правлении персидского царя Дария по наветам врагов Даниила бросили в ров с голодными львами, но не тронули пророка и дикие звери. Согласно некоторым источникам, Даниил и его друзья Ананий, Азарий и Мисаил дожили до глубокой старости и умерли в плену. А по мнению святителя Кирилла Александрийского, 3 отроков обезглавили по велению персидского царя Камбиза. Святой Даниил почитается христианами, иудеями и мусульманами. Еврейская традиция не относит его к пророкам, потому что тот не разговаривал напрямую с Богом. В Библии сказано, что Даниил разговаривал с ангелами Господними, но не с Господом Богом. Даниил высоко почитается христианской церковью, потому что он предсказал приход в мир Мессии и появление его в Иерусалимском храме. Друзья, ну а у нас с вами продолжается рождественский пост, поэтому кто держит пост, то мы с вами продолжаем держать. А теперь давайте обратимся к народному календарю и посмотрим, что же нас с вами ожидает 30 декабря. Итак, в народе дату 30 декабря называли Даниил Зимоуказчик, Даниил и 3 отрока или просто Данилов день. В храмах в честь чуда, произошедшего с 3 отроками в огненной печи, разыгрывали целое действо. Посреди церкви устанавливали круглую деревянную печь по форме напоминающую большой фонарь. В ней зажигали свечи, которые символизировали разъяренное пламя. 3 певчих мальчиков должны были изображать отроков, а 2 взрослых халдеев. Юношей одевали в шапки и полотняные стихари. В руках они держали свечи. Взрослые же были облачены в красные юбки из суконной ткани, шлемы и медные оплечники. В руках у взрослых были пальмовые ветви. Перед заутренней халдеи выводили связанных отроков и проводили допрос. Между собой они разговаривали на народном языке, а не на церковном. После допроса юноши символически отправляли в печь, где их спасал ангел. Для этого использовали фигурку ангела, которую спускали с купола церкви. Этим обрядом и начинался народный праздник.
Ну, а девушки в ночь с 30 на 31 декабря гадали на суженого. Для этого брали 3 лавровых листочка и на них писали имена святых отроков. Перед сном листочки помещали под подушку, а на следующее утро девушки вспоминали, кого они увидели во сне. На Руси крестьяне всегда к огню относились с большим уважением, но 30 декабря особенно. Поэтому женщины топили печки на несколько дней, чтобы сохранить подольше тепло. Как только начинало темнеть, всем селением собирались на поле и разжигали огромные костры, с помощью которых пытались прогнать мороз и зимушку. Также в этот день на Руси незамужние девушки пытались получить от святого Даниила хоть немножечко прозорливости, ведь Даниил, по поверью, мог расшифровать любые послания. Существовало следующее гадание. Для того, чтобы увидеть будущего супруга, необходимо было взять 3 лавровых листа и написать на них имена 3 святых отроков: Анания, Азария и Мисаила. Затем положить их под подушку и лечь спать. И считается, что таким образом во сне должен был явиться суженый. Также в этот день, который наши предки называли Даниловым днем, проводили специальный ритуал, веря, что он привлечет финансовое благополучие. Поэтому 30 декабря в карман нужно было положить купюру или монетку, и тогда считается, что следующий год будет удачным в финансовом плане. Важно, чтобы монетка или купюра выглядели новыми. Старые, потертые, рваные не годятся для привлечения денег. Также в древности в этот день обязательно посещали баню. Считалось, что она помогает смыть с себя все тяготы и невзгоды, которые преследовали в предыдущем году. Поэтому самое время наводить дома порядок и готовить блюда для новогоднего стола. Также наши предки смотрели сегодня на погоду, для того, чтобы знать, что же их ждет в ближайшее время. И вы знаете, именно 30 декабря наши предки пытались определить, каким же будет май следующего года. И не в этот день сообщал о потеплении, которое грядет через неделю. А вот метель на Даниила указывала на хорошее роение пчел. Также перед сном в Данилов день читали магические слова на добрый сон, тем более, если человек часто просыпается, мучается от бессонницы. А мы вам предлагаем в этот вечер провести ритуал на крепкий сон. Итак, перед тем, как ложиться спать, 30 декабря возьмите подушку, взбейте ее хорошенько и скажите такие магические слова. «Святой Даниил приходил, отроков приводил, чтобы они мне помогли, сон спокойный принесли. Буду спать и не крутясь, буду почивать, ни о чем не волнуясь. Сновидения добрые глядеть, бессонницы мной не овладеть». И тут же нужно постараться уснуть. Человек, рожденный 30 декабря по знаку зодиака Козерог. Эти люди обладают отличными организаторскими способностями. Они не терпят путаницу, беспорядок и суету. Им нравится, когда все идет по четко составленному плану. В качестве талисмана им стоит носить яшму или, как вариант, бирюзу. Тем, в чьей жизни появилась масса сложностей, рекомендуем вам приобрести амулет Анг, который из бирюзы будет или из яшмы. Следует учитывать тот факт, что этот египетский крест подходит лишь тем, кто отличается смелостью и чистыми помыслами, а остальным людям, напротив, может серьезно навредить. Вы знаете, сегодняшние сны обычно вещи, но чтобы правильно их растолковать, нужно обязательно подключить свою интуицию. Если сон окажется неприятным, его следует отпустить после пробуждения. Для этого нужно рассказать о сновидении обязательно проточной воде. Главное, чтобы кроме нее вас никто не услышал. В то же время некоторые образы этой ночи трактуются очень четко. Так, например, открытое море или океан, поле или небо, одним словом гигантское, которое вы видите в ночь на 30 декабря, означает, что вы стоите на пороге чего-то большого и светлого, и нужен всего лишь шаг. Вот делаете этот шаг или нет,
выбирайте сами. Но если вам приснились добрые животные, например, собака, возможно, в ближайшее время вы обретете верного партнера или даже вторую половинку, при условии, что вы в данный момент одиноки. Если во сне вам приснится, что вас укусил маленький жучок, знайте, это знак. Вскоре вы столкнетесь с клеветой в свой адрес. Но своевременное принятие необходимых мер не нанесет существенного ущерба вашей репутации. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же можно делать в предпоследний день этого года, 30 декабря. Вы знаете, на Руси приснившиеся на Данилов день сны считались вещами. И чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку 3 лавровых листика, на которых обязательно писали имена Анании, Азарии и Мисаила. Другое суеверие было связано с деньгами. Люди старались носить с собой в кармане монетку, чтобы не нуждаться в деньгах весь следующий год. Также в этот день, 30 декабря, особое внимание уделяли огню. Наши предки верили, что в этот день могут ударить такие морозы, что следует натопить печь на 2 дня. Говорили люди, что хозяйка печь топила, чтобы на 2 дня тепла хватило. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: разгони огонь темноту и постращай стужу. Также обращаем ваше внимание, что шитье в Данилов день не запрещается. Кроме того, если женщина 30 декабря сошьет своему супругу нательное белье или зашьет прореху на его одежде, то сможет мужа к себе привязать. Теперь давайте поговорим о том, чего же нельзя делать 30 декабря по народным приметам. Вы знаете, на Руси всегда старались соблюдать запреты и помнили народные приметы, которые говорили нам о том, что нельзя было делать, чтобы не нанести вред себе и своей семье. Так, в этот день, 30 декабря, запрещено целовать спящих детей, которые не достигли 3-летнего возраста, иначе они могут серьезно заболеть. Также не рекомендуется их кормить во время сна грудью, иначе малыши станут плохо расти и развиваться. Не стоит 30 декабря рукодельничать, поскольку это занятие может притянуть неприятности в любовных отношениях. Возможны ссоры, скандалы, а также разногласия, измены и обманы. А вот шитье в Данилов день не запрещается. Кроме того, если женщина 30 декабря сошьет своему супругу нательное белье или же зашьет прореху на его одежде, то сможет мужа к себе привязать. Он год не захочет ходить ни к друзьям, ни к знакомым, и тем более его отвернет от заигрываний с прекрасным полом. Нельзя, чтобы 30 декабря были пустыми карманы. В них должна лежать хотя бы монетка. Считается, что это поможет не нуждаться в деньгах весь следующий год, а также позволит улучшить в разы финансовое положение. Однако монетка не должна быть потертой и старой. Лучше найти новенькую и блестящую. Запрещено в Данилов день пить воду до посещения бани или сауны. Согласно поверью, этот ритуал поможет изгнать из тела и души все болезни. Главное, 30 декабря не пить в бане спиртные напитки, иначе считается, что банник разозлится и ошпарит, или же ударит так, что без медицинской помощи будет не обойтись. В Данилов день нельзя и опаздывать, можно не застать свое счастье. Лучше в этот день приходить даже раньше, тогда повсюду будут сопровождать удача. Кстати, к этому совету народных примет стоит прислушаться девушкам, которые никогда не торопятся на свидание, иначе можно получить злого и грубого ухажера. 30 декабря не разрешается и рассказывать о своих болезнях, иначе их станет еще больше, или же, как вариант, усугубятся прежние. В Данилов день лучше говорить только о хорошем, чтобы убрать любой негатив, который был в жизни, в том числе и болезни. Также в этот день не рекомендуется ругаться, спорить, конфликтовать, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, друзья, мы с вами все готовимся к новому 2024 году. И здесь очень важно, чтобы вы эти дни провели в радости, в благополучии. И таким образом вы сможете привлечь уже на следующий год все те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны.
Вот такой, друзья, у нас с вами предпоследний день этого 2023 года. Мы всех поздравляем с наступающими праздниками, желаем всего самого-самого наилучшего. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.